THQ Nordic на своей презентации объявила о возрождении серии Alone in the Dark. Стоит ли ждать перезапуска франшизы? Давайте поразмышляем. Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Полетели! Перезапуском занимается Patience Interactive. До 2017 года студия занималась в основном разработкой мобильных игр, и самым крупным ее проектом был Magicka 2, в котором игроки в кооперативе на четверых участвовали в магических войнах. В 2017 году ее приобрела шведская Embracive Group. С этого времени студия занималась разработкой дополнений для Titan Quest. Для тех, кто в танке, это популярная экшен-RPG в сеттинге древнегреческой, скандинавской и восточной мифологии. По заявлению THQ Nordic, студия с 2019 года занимается перезапуском Alone in the Dark. И не поймите меня неправильно, но доверять разработку атмосферного психологического триллера группе ребят, кто занимался играми, юморным кооперативом и закликивателем, плохая идея. Ведь придется работать над полноценной физикой предметов, тенями, жуткой обстановкой. Ее обещают очень жуткой, сыграющей на фоне дум-джазом. Это экспериментальный музыкальный жанр, довольно специфичный. И последнее, от чего у меня дрожат коленки, это от джаза. К сценарию привлекли самого Микаэля Хедберга, создателя Сома и Амнезия. Это хороший пиар-ход, но вот степень участия в написании сценария господина Хедберга никто не раскрывает. То ли он пишет сценарий полностью от начала до конца, без правок студийных боссов, или же за 3 гульдмана пробежит глазами по уже готовому сценарию и внесет кое-какие поправки. Вот это большой вопрос. Потому что часто пиарщики говорят одно, а на деле мы получаем совсем другое. Теперь обратимся к истории серии игр. Все началось с игр, от графики которых у современных геймеров случится эпилептический припадок или вытекут глаза. Сюжет их опирался на произведения великого и жуткого Говарда Лавкрафта, а конкурентов тогда не было ни черта. Первые игры, выходившие с разницей в год, с 1992 по 1995 публика хрумкала так, что за ушами трещала, а в 1996 релизнулся первый Резидент, и дела пошли гораздо хуже. Позже вышедший Silent Hill забил последний гвоздь в крышку Alone in the Dark. Каждую новую игру встречали все хуже. Разработчики честно пытались копировать фишки из Резидента, но делали это настолько плохо, что последняя игра Alone in the Dark Illumination в 2015 году захлебнулась в отрицательных отзывах. Она далеко не первая из серии, у кого отрицательные отзывы сильно перевесили положительные, но именно она прекратила мучение франшизы. И теперь, спустя 7 лет, франшизу уже не в первый раз пытаются перезапустить. Все новостные игровые каналы мгновенно раструбили эту новость, как знаменательное событие. Под каждым таким постом или видео появляются люди, которые ждут игру. Учитывая, сколько теперь хорроров и триллеров выходит, а романы Лавкрафта ложатся в основу чуть ли не каждой третьей такой игры, и ощущение такое, что кроме Ктулху древних богов в творчестве писателя не было. Не думаю, что новая часть хоть кого-то удивит. Те скромные крупицы геймплея, что нам показали, сделаны, наверное, как раз во времена действия игры. Атмосфера не очень пугающая, а девочка с веревкой на шее выглядит больше нелепо, чем страшно. Монстры невыразительные, стрельба из оружия так себе. Нам показали и прицел, и выстрел. Все довольно картонное. На Gamescom 2022, которая пройдет в конце августа, обещали показать геймплей, а избранным даже дать пощупать геймплей. Тогда все будет понятней. Что же до сюжета, то мы будем играть за двух персонажей, Эмили Хартвуд или Эдварда Кернби. Мы будем играть за одного из них и периодически общаться с напарником. Такой прием уже использовался в Alone in the Dark The New Nightmare, где игрок выбирал, играть ли за профессора фольклора Ален Сердак, либо за частного детектива Эдварда Кернби, которого наши локализаторы обозвали Корнби. Персонажи иногда пересекались, делясь информацией лично или через рацию. Судя по всему, в новой игре будет такой же подход. Детектив Эдвард Кернби – постоянный главный персонаж серии Alone in the Dark. В новой части он наймет для расследования пропажи своего дяди Эмили Хартвуд. Время действия игры будет происходить в 1920 году.
а местом действия станет особняк Десерто, переделанный под психиатрическую больницу, где и работал дядя. В лечебнице завелось что-то жуткое, и главным героям предстоит разгадать что. На Gamescom игрокам дадут поиграть в интерактивный тизер игры, но в самой игре этого куска не будет, что звучит довольно странно. При этом нордики утверждают, что игра почти готова и может даже релизнуться в ближайшие месяцы. И тогда возникают вопросы, почему с нами так мало делятся деталями. Пока все, что есть у публики, это короткая нарезка геймплея и тизер с девочкой. И честно говоря, учитывая сколько сейчас штампуется хорроров, а крупный бюджет для своих игр THQ Nordic позволить себе просто не может, больших надежд на новую часть Alone in the Dark я бы не возлагал. Кроме того, нам обещают дефицит патронов в игре, тяжелые процессы выживания и множество врагов. В этом плане Capcom с их ремейком второй резьбы переплюнуть будет трудно, а со средненьким бюджетом нереально. Это все, что известно об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание. Помните, вы все красавцы и красавицы. Ваши комментарии. Диктор 2017 нравится новая королевская битва Rumbleverse. И большое спасибо за лавину комментариев Виктору Журавлеву. Также поприветствуем новых подписчиков. Это только те, кого показал YouTube. Напоминаю вам, ролики выходят на канале среда, четверг и пятница в 16:00 по Москве. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Черканите в комментариях что-нибудь лавкрафтианское, но не про Ктулху. Посмотрим, кто из нас еще любит творчество великого писателя. Пока-пока и не бомби по пустякам.